Здравствуйте. Сегодня предлагаю вашему вниманию видео на не совсем обычную для моего канала тему, а именно по гражданской войне, по местным выпускам. И поводом для нее явился выход вот этой книги Александра Геннадьевича Баранова и его, собственно, соавторов о денежном обращении на юге России, период гражданской войны. Эта книга является как бы переизданием вот этого исследования еще аж 2008 года. Видите, покупал я у нее ее в 2011 году. Уже много-много лет прошло. Ну, собственно, в течение всего этого времени я периодически к ней возвращался. Хорошее, классно написанное исследование, где перечислены, собственно, базовые вещи, даны по всем регионам Юга России. И вот сейчас он переработал эту свою старую книгу, переработал настолько, что она теперь вот такой толщины, прям кирпич в прямом смысле этого слова, очень массивный такой том, и расширил, углубил как бы тему и переиздал все свое исследование в таком, знаете, во-первых, в цветном виде, во-вторых, с большим, огромным количеством дополнительных иллюстраций, каких-то фотографий исторических и так далее, и так далее. То есть это совершенно другого уровня издания. Если кого-то интересует, я, в принципе, конечно, очень рекомендую. Вот. Ну, а, собственно, если возвращаться к теме и к моей идее ролика, я хочу что сделать? Я хочу предложить вам посмотреть, как представлено какой-то город. Конкретно я выбрал Ейск сейчас для своего первого ролика. Я не знаю, будут ли последующие на эту тему, насколько это будет вообще кому-то интересно. Ну, то есть вот взять отдельный город, даже вот буду останавливать все страницы, показать, как это описано в его книге, и показать несколько собственно, из своего альбома. Безусловно, по большинству таких местных выпусков у меня нет полных линеек банкнот, и даже, скажем так, только фрагментарные банкноты, боны в далеко не лучшем состоянии, но это специфика отечественной бонистики по гражданской войне. Безусловно, наверное, кто-то собирает и в состоянии стремиться и заполнить полностью все пробелы, но здесь вот в моем случае это какие-то такие, ну, не случайные, но фрагментарные покупки, скажем так, да, и заполнение альбома. Вот смотрите, как построена у него отдельная глава, соответственно, по городу, небольшая историческая справка об истории города, об его основании и каком-то развитии до, соответственно, периода гражданской войны. И дальше идет описание особенностей денежного обращения в соответствующем регионе, городе в период гражданской войны. Конкретно в Ейске речь идет о том, что в начале 2018 года, когда возник кризис с платежными средствами, с денежными знаками, первоначально на основании декрета Совнаркома еще при советской власти в денежное обращение были выпущены облигации займа свободы с соответствующими надпечатками и переоценкой их с купонами. Потом впоследствии при белых эти же облигации были перевыпущены вот с такими надпечатками уже без купонов по нарицательной стоимости. Было несколько выпусков очень редких Ейской городской управы. Использовались в качестве ходячих денежных знаков облигации городского займа Ейска. Ну и в дальнейшем были выпущены Ейским отделением Государственного банка чеки, которые, собственно, основную массу таких платежных средств, собственно, из себя представляли. Здесь отдельно рассматривается 100-рублевый номинал Ейского отделения Государственного банка. Даже дана информация по художнику, потому что он выделяется по оформлению относительно другой всей линейки. Да, вот художник, кто его рисовал. И вот изображение, собственно, всей линейки до 100-рублевого номинала. Два чека большого размера, 5 и 10 рублей, и малого размера 5, 10, 25 и 50. Вот. Ну и в завершении, собственно, статьи говорится, что точных данных о суммах и количестве купюр каждого номинала, выпущенных Ейским отделением Государственного банка, не имеется. По мере поступления в Ейск донских денежных знаков
происходили обмен и вывод городских чеков из обращения. По сообщениям коллекционеров 30-х годов, чеки несколько раз сжигали и по непроверенным сообщениям их отправляли в Краснодар. То есть вот такая краткая история денежного обращения в городе Ейске, основываясь на книге Баранова. Ну, давайте посмотрим, как выглядит это у меня. У меня буквально 3 знака по этому городу. Один из них это тоже облигация займа свободы. Вот она, это Новороссийск, не имеет отношения к Ейску, просто рядом лежат. Давайте, вот ее можно относительно безболезненно достать, посмотреть. Верну сейчас книгу, наверное, тоже, чтобы можно было сравнить, если это интересно. Вот смотрите, по книге приводится изображение надпечатки Ейского отделения Государственного банка. И, собственно, точно такая же надпечатка и на моем займе свободы 100-рублевого номинала. Ейское отделение Государственного банка. И потом еще большая прямоугольная надпечатка со словом номинал. И вот здесь как раз, кстати, такого у него не приводится варианта. Здесь приводится, что переоценка идет стоимость и на 15% меньше, как это и положено было. Вот так, по тем законам. Это когда облигация с купонами ходила при советской власти. Еще видите, у меня здесь номинал и 85 рублей. То есть 100-рублевая облигация, минус 15%, 85 рублей номинал ее был. Вот так вот просто красным карандашом от руки номинал денежного знака обозначен. Ну, 2 печати еще. Соответственно, она без купонов. По статье, если говорить, то бескупонная облигация должна была иметь еще вот такую напечатку о том, что она выпущена без уже белого правительства, без купонов по нарицательной стоимости. У меня такой напечатки нет. Ну, собственно, никто не мешал. Можно предположить, никто не мешал просто отрезать купоны. Вот на каком-то этапе, не знаю. Такой вот артефакт денежного обращения. Ну и сразу могу сказать, что я не занимаюсь вот по таким бумагам никакими улучшениями, даже не использую стерку, обычную ластик. То есть вот в каком виде ко мне бумага попала, в таком она у меня и останется. То есть вот эти все надпечатки, надписи предыдущих коллекционеров, видите, вот я не знаю, что это может быть, то, что касалось номеров по каталогу. Вот видите, есть кто-то подписал. Потом 90 копеек, не знаю, цена, когда это было. Потом 70 чего-то рублей, не знаю, сколько и через какое количество рук этот денежный знак прошел. Но я вот эти надписи трогать совершенно не собираюсь. Вот, это что касается облигаций займа свободы. Отложим в сторону. И есть у меня еще 2 знака. Собственно, из серии, которая была выпущена Ейским отделением Государственного банка, как раз 10 рублей малого размера и 100 рублей. Вот такая красивая. Попробую достать, хотя это, конечно, опасно. Ну, чего не сделаешь, как говорится, ради. Да, это прям вот, это прям очень опасно. Вот такая бумага, достаточно, видите, ветхая. Здесь даже можно и водяные знаки на самом деле увидеть. Надеюсь, что видно. Несколько красок напечатанная. И видите, да, Ейское отделение Государственного банка. Просим заплатить предъявителю всего 100 рублей и на таковую же сумму дебетовать счет. Управляющий и контролер. Баранов дает описание, да, вот Кузнецов, управляющий, на этом денежном знаке здесь Миронов, описывает всю эту ситуацию по управляющим, почему они отличаются и так далее. Ну и оборот. Положу, наверное. Чек гарантированный, обеспеченный, настоящий чек
обеспечен суммой, находящейся на текущем счете в Ейском отделении Государственного банка, имеет хождение наравне с государственными кредитными билетами и будет обменен отделением на общие государственные кредитные билеты при первой возможности. Вот такой вот свидетель истории. Вот. Ну, второй знак я, наверное, даже доставать не буду. Есть, потому что он прям проклят. Не знаю, давайте посмотрим. У него там основа на самом деле надежнее, чем у первого. Потому что он на кальке приклеен. Видите, он полностью отреставрирован предыдущими поколениями коллекционеров. То есть основа кальки, и сверху наклеен знак чек гарантированный и Государственный банк, Ейское отделение, ну и так далее. Печати, подписи рукописные. Вот здесь, конечно, вот, если посмотреть его на проспект, такой вот. Но оборот здесь даже кто-то подписывал карандашом текст, который должен быть. Ну, в общем, вот такая вот история с Ейским отделением Государственного банка и с денежным обращением в Ейске, как оно присутствует в моем альбоме. Спасибо большое за ваше внимание. Надеюсь, что было интересно. Увидимся.